Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Керим рассказывает своей матери Лемон Ханем и сестре Бесте, что выгнал Экрина. Когда мать Каана делится с ним всей правдой, которую она скрывала, и говорит ему, что солгала о его отце, Каан очень злится и спрашивает: «Скажи мне правду, мама, кто мой отец?» Текин приходит в свою комнату и думает о своих разговорах с Экрином. Когда он собирался признаться, почему Экрин был здесь, пришел Карим и забрал его, разозлив его из-за того, что он не смог узнать. Девушка собиралась признаться в услышанном, но снова злится, говоря: «Откуда ты взялся, Керим?» Когда Экрин выходит из особняка со своим чемоданом, Керим говорит: «Очевидно, что ты несешь в своем чемодане, но мне интересно, что ты несешь в своей голове». Когда Каан настойчиво спрашивает, кто мой отец, его мать объясняет, что твой отец – Зеки Сасбир. Каан очень злится и уходит, говоря: «Почему, мама?» Пока госпожа Мехпари пытается мотивировать Сехера, заставляя Сехера смотреть выступления актеров, Экрин приходит домой и жалуется. Потом, когда они замечают, что дверь открыта и смотрят, они спрашивают: «Зачем ты пришел?» и говорят ему саркастические слова. Когда я спрашиваю Экрин, что со мной случилось? «Они тебя выгнали», Экрин отвечает: «Да, я не была матерью, я не могла этого сделать, я не выдержала, ясно». Госпожа Мехпари, конечно, немедленно идите в свою комнату. Госпожа Экрин кричит, что для тех, кто не работает в этом доме, нет хлеба. Кериму трудно адаптироваться к внезапным изменениям в его жизни, и он говорит об этом со своим другом Ибрагимом. «Может быть, я смогу ко всему привыкнуть, но я никогда не поверю, что Ибрагим Вейсел станет убийцей», когда он сказал, что не может привыкнуть к смерти моего отца и что ему сказал об этом его самый доверенный человек, дядя Зеки, если он это сделает. Доверяет кому-то, доверяй ему на глазах. Когда Керим говорит: «Насколько ты уверен в моем отце, насколько хорошо ты его знаешь, может быть, мне бы хотелось быть с ним», Ибрагим говорит: «Не ходи туда, но подумай об этом, брат Вейсел не убийца». Пока Экрин приходит к сестре Селима Айчи и рассказывает ей, почему ее выгнали из особняка, приходит Селим и говорит, что он все равно не позволит себе там находиться, а когда Экрину трудно понять, они говорят: «Айча, мой брат, волновался за тебя». Сейчас поздняя ночь, и мать Каана очень волнуется, потому что он все еще не пришел. Керим сидит в сортире, где остановился Экрин, и думает о том, что он говорил с Мустафой и Экрином, и задается вопросом, чему верить. В это время приходит Азге и говорит, что это сестра Экрин, и когда она не может ее видеть, Керим пытается объяснить ей приятными словами, приходит Бесте и говорит, что такое сестра Экрин. Нет, сестра Экрин больше не придет. Когда Азге убегает, Бесте спрашивает Керима: «Что ты здесь делаешь один?» Керим спорит с ней и уходит. Когда Экрин выходит из дома, чтобы пойти в школу, Керим наблюдает за ней и говорит: «Итак, если ты пойдешь в школу, ты получишь от меня настоящий урок». Пока Экрин идет, Каан преграждает ей путь и просит подождать, потому что мне нужно кое о чем поговорить с вами. Экрин соглашается, и когда они вместе куда-то идут и начинают болтать, лицо Каана расстраивается, когда Экрин говорит что-то о его отце. Когда Экрин извиняется: «Я забыл, что твой отец умер в молодом возрасте», Каан говорит, что ты, возможно, последний человек, который извиняется в этой жизни. Каан пытается узнать, знает ли Экрин, что ее отец Зеки Бей, но когда он понимает, что новостей нет, он предупреждает Экрин, говоря, что ты опоздаешь в школу. Экрин немедленно встает и уходит. Когда Керим приходит в компанию и видит Ясемин, идущую на собеседование, он не воспринимает ее всерьез, а когда она говорит, что у нее сейчас много работы, Ясемин покидает компанию, говоря: «Тогда я пойду». Текин приходит в кабинет Керима, открывает конверт в руке, подделывает подпись господина Зеки и подписывает контракт, зло улыбается, говоря, какой он расточительный человек, вечно оставляющий компанию в долгах. Рассматривая работы отца, Керим думает: «А папа, с кем ты работал?» Когда Текин говорит, что подписал контракт и поставил его на место, господин Фарук ругает его, говоря, что ты не будешь вмешиваться в будущем и у тебя будут проблемы. Когда Керим приходит в гости к Гану Вейселю, показывает фотографию Мустафы и спрашивает, знает ли он этого человека, господин Вейзель отвечает: «Да, знает».
Пока Экрин размышляла над резкими словами, сказанными ей Керимом, и гадала, как можно было говорить мне такие слова, перед ней появляется Селим и предлагает пообщаться с ней и попить чаю. Я видел мистера Вейселя несколько раз, один раз он поспорил с мистером Смартом в компании, а однажды он заблокировал нас. Когда я спросил твоего отца, он сказал, что он пустяк и ничего не сказал. Говорит, что мужчина, не заслуживающий доверия человек, моя дочь пойдет с ним на собеседование, защитите ее. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.